Прошла уже неделя с момента старта третьего сезона, и самое время обсудить, что с ним не так, как разработчики обманули честных игроков и какие секреты и утечки спалились с новым сезоном. Ну и конечно же, когда ждать пополнения в магазине Арсенал. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Хочу вас познакомить с совершенно новым проектом CS1, в котором можно испытать удачу и выбить дорогой дроп. Тем более, что в народе водится поверье, что шансы на новых сайтах гораздо выше. А самое главное, что вы играете против таких же обычных игроков, что и вы. Вам лишь остается выбрать, в какой игре. Будь то классик, где вы скидываете в общий стак скины, и чем больше положите, тем выше шанс на победу. Или же старый добрый coin-flip, эдакая дуэль с подбрасыванием монетки. На сайте также есть и партнерская программа, в которой, позвав друзей, можете получить дополнительный баланс. А если еще и используешь мой промокод, то получишь $2 при регистрации и 10% пополнению. Так что бегом по реферальной ссылке в описании. Ну что же, наверняка найдутся те, кто со мной солидарен в том, что единственная разумная мотивация играть в премьер-режим — это, конечно же, медаль за сезон и наличие статистики в ней. И, скорее всего, вы заметили, что получение медали за второй сезон происходило намного медленнее, чем в первом, что заняло у разработчиков где-то 2-3 дня. Однако я, выполнив все требования на получение данной медали, что-то до сих пор не наблюдаю ее у себя в инвентаре. А прошла ведь уже неделя. 25 побед в премьере? Есть. Активный ранг на момент закрытия сезона? Тоже есть. Что же вам еще-то нужно? Ах да. Как вы могли понять, те, кто получал подозрения от Ваклайва, медальку не получили. Но есть один нюанс. Такой маленький и неприметный. Разработчики в мае что-то намудрили со своей долговязой системой Ваклайв. И оно банило честных игроков. И да, я попал под эту рахидную ручонку справедливости. Меня в мае банило при любом чихе. И у меня есть все неопровержимые доказательства, что меня банило по ошибке, которую допустили сами разработчики. И те, кто меня давно смотрит, знают, что я максимально люблю CS-очку и снисходителен к разному роду промахов от разработчиков. Когда я получил вакбан по ошибке в 2023 году, я подумал, ну я же не виноват, они его снимут, хрен с ним. Ну а потом понеслась движуха с Ваклайвом. Ну ладно, они тестируют новую систему, бан же временный, подожду, исправят ошибку и никаких последствий не будет. Сука! Да гребаная медалька — это был единственный стимул, из-за которого я играл в этот парашный режим. Я терпел читеров почти в каждой катке и в голове невольно оправдывал разработчиков. Чтобы что? Они взяли, вытащили свой пеструн и нассали мне на лицо? Да будь кто-то другой на моем месте, он бы накакал им на затылок и пошел бы качать читы, восстанавливая справедливость. Вот так вот и увеличивается популяция читеров Valve. Но хрен с ним. Благодаря переходу от второго к третьему сезону я узнал, что статистика за сезон, если вы, конечно, в нем играли, есть у вас на аккаунте. И совершенно не обязательно наличие медали у вас в инвентаре. Вот, к примеру, моя статистика за второй сезон без медали. Как вы видите, 35 побед у меня есть и был активный ранг. Ну а вот вам редкие кадры со второго моего аккаунта, где было всего 2 победы. И я тоже могу ее посмотреть. Да и в целом разработчикам ничего не мешает вывести отдельную вкладку для данной статистики, как это сделал я. Но господи, о чем я говорю? Иначе у игроков пропадет стимул задротить до упора данный режим. Но что же все-таки происходит сейчас? В третьем сезоне с первой же моей каточки я попался на читера. И вы знаете, ему как-то было до жопы какой-то там Ваклайв. Да что я говорю, самому Ваклайву было насрать на присутствие явного читера. Разработчики так преисполнились, что деградировали систему, что я даже и не знаю, на какой дудочке нужно играть читером, чтобы эта змейка вышла погулять. И видимо для них это стало нормой. Ведь теперь в начале каждого
этого сезона они скрывают таблицу лидеров, где с большой долей вероятности есть читеры. Или что вы думаете? Не прошло достаточно времени, чтобы они откалибровались? Видимо, это под силу лишь вашим друзьям. И вот на фоне таких вот приколов лень разработчиков никак не может оправдаться. Мы по итогу получили новый сезон со старыми картами и через одно место работающий Ваклайв. Да даже медальки они одни и те же подготовили заранее, чтобы ими кормить нас из года в год, меняя лишь циферку. Кто не в курсе, я сливал вам все будущие медали, но некоторые из новостных пабликов неправильно поняли. Медали есть со всеми смоделированными цифрами, от 0 до 9. Ну а если есть наличие всех чисел, то и комбинировать их можно, делая 10 сезон, 11 и так до бесконечности. И это, ребят, не прогресс, а стагнация. Однако, несмотря на все это сезонное позорище, в ближайшие 2 месяца должны, по идее, подвести новый косметический контент для магазина Арсенал. Все же, как-никак, но лимитированный предмет убрали, а это означает, что пора обновлять коллекцию. Да и по срокам тоже. Это же касается и карт из мастерской, которая официально залетает в игру. Так же, как и говорил в прошлом ролике, в данном сезоне им нужно выпустить одну официальную карту, которая смогла бы участвовать в ротации пула при переходе в следующий сезон. Конечно, все ожидают, что это будет кэш, но несмотря на ее покупку и готовый вариант, она не была добавлена в игру, что говорит нам о ее возможной полной переработке. Однако, разработчики уже долгое время работают над Коблстоуном, а значит, ее следует ожидать раньше, чем кэш. Есть также и интересные утечки. Несмотря на деградацию МП-9, разработчики вместе с обновлением добавили и новые параметры для всего оружия в игре, что в будущем не исключено исправление другого оружия или даже добавление нового. Но, к сожалению, все мы прекрасно знаем, какие разработчики долгие. Кто знает, когда нам их ожидать. И это, к сожалению, касается и премиум миссий, которые неоднократно палились в недавних обновлениях. Ну и потенциально кооперативный режим. Так что, ребят, если будет что-то новое, я обязательно с вами поделюсь. Тем более, что разработчики как раз таки готовят новенькое обновление. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!